Немцы помогают украинцам бить по территории России. Как Германия финансирует дальнобойное оружие Киева. Детали сотрудничества. Новая тактика армии РФ. Войска пошли в атаку в Киеве. Заявляют о попытках прорыва обороны ВСУ. Но каковы масштабы? В Госдуме заявили о необходимости ликвидации Украины и озвучили сроки завершения войны. Скандальное решение. Кто призвал к уничтожению страны? Союзники Москвы за бортом. ЦИК Молдовы на фоне заявлений Санду о планах России контролировать страну вычеркивает партии из списка участников парламентских выборов. Под прицелом те, кого связывают с Россией. Германия считает деньги. В Берлине заговорили о лишении пособий всех украинцев. Что и кого разозлило? Детали. Гутерриш встречается с Токаевым и называет Казахстан мостом между Востоком и Западом. Белорусский оппозиционер Тихановский жарит котлеты для европейских дипломатов и призывает к борьбе, а ученые Дании создают противоядие от укуса змей с помощью искусственного интеллекта. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с внезапного заявления из Германии. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует полностью лишить украинских беженцев пособия Бюргергельд. Это базовая социальная поддержка, которую сегодня получают сотни тысяч человек. И речь идет не о будущих переселенцах. Зёдер четко хочет лишить тех, кто уже получает пособие, и не давать тем, кто приедет в страну для поиска защиты из-за войны в Украине. По словам Зёдера, Германия единственная страна в мире, где украинцы получают такую щедрую поддержку и из-за этого не работают, несмотря на хорошее образование, цитирует слова политика издания Bild. Цифры впечатляют, на пособие ушли рекордные 46,9 миллиарда евро только в 2024 году, из них на иностранцев потрачено более 22 миллиардов, а на украинцев практически 7. Интересно, что со своим предложением Зёдер идет дальше, чем это прописано в коалиционном соглашении. Сейчас установлен рубеж – 1 апреля 2025 года. Те, кто приехал позже этой даты, должны получать лишь уменьшенные пособия для соискателей убежища, но не Бюргергельд. Своим требованием Зёдер выходит за рамки коалиционного соглашения между ХДС, ХСС и СДПГ. Согласно этому соглашению, контрольной датой установлен 1 апреля 2025 года. Все, кто прибыл из Украины после этой даты, должны получать только сниженные выплаты по закону об убежище, а не Бюргергельд, при наличии подтвержденной нуждаемости. Те, кто прибыл до этой даты, по договоренности, должны продолжать получать Бюргергельд. Однако конкретное регулирование пока отсутствует. На данный момент даже вновь прибывшие украинцы продолжают получать Бюргергельд. Напомню, буквально на прошлой неделе представители партии, лидером которой является Зёдер, а это Христианский социальный союз, уже заявляли, что украинские мужчины, которые сидят на социале в Германии, должны либо идти работать в Германии, либо ехать в Украину и воевать. В Молдове разгорается политический скандал перед выборами. ЦИК вычеркнула партии из списка участников парламентских выборов, связанные с олигархом Шором, которого считают рукой Москвы в молдавской политике. Кроме того, он заочно осужден на 15 лет по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Под удар попали в целом 4 политические силы. Аграрная партия Молдовы, партия Альтернативная сила спасения Молдовы, Шанс и Победа. 3 последние входят в тот самый блок Победа во главе с Шором, который ко всему является супругом певицы Жасмин. При этом официальная причина удаления чисто техническая. Речь о данных агентства государственных услуг, которое отказалось регистрировать изменения в регистрационной информации этих партий. Политические формирования должны были представить агентству государственных услуг численный и поименный список своих руководящих органов, а также декларации об имуществе и личных интересах. Партии, не выполнившие это требование, не могут участвовать в выборах. При этом ЦИК Молдовы зарегистрировала патриотический избирательный блок бывшего президента страны, которого называют пророссийским, Игоря Додона, как политическое объединение, в состав которого входят партия социалистов, партия Сердце Молдовы и партия Будущее Молдовы. Напомню, что выборы в парламент состоятся 28 сентября. На прошлой неделе президент страны Санду заявила, что осень будет непростой. По ее словам, далее цитата: «Россия хочет установить контроль над Республикой Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы». Конец цитаты. Тогда Санду перечислила инструменты, которыми будет пользоваться Москва для получения этого контроля. Кремль заявил, что слова президента Молдовы не соответствуют действительности, а Россия, по словам Пескова, не вмешивается во внутренние дела других стран.
F-35 подняты в небо над странами Балтии. Теперь именно они будут охранять воздушное пространство этих стран. На эстонской авиабазе Эмори прошла символическая смена караула. Португальские ВВС передали эстафету воздушной безопасности Италии, пишет эстонское издание РРР. Многоцелевые F-35 не просто мониторят небо. Эти машины способны как перехватывать цели в воздухе, так и наносить удары по наземным и морским объектам, выполнять разведку и действовать в условиях высокотехнологичной войны. Итальянцы уже в 4-й раз дежурят в Эстонии. Последний раз они были здесь в 2021 году. Отныне F-35 будут круглосуточно патрулировать воздушное пространство региона. При этом на земле ситуация не совсем спокойная. Эстония решилась окончательно отгородиться от России. Мост дружбы уже не мост дружбы. На переправе, которая соединяет эстонский город Нарва и российский Ивангород, появились массивные металлические ворота. Они перекрывают автомобильную полосу на погранпункте. Барьеры начали сооружать еще в июле. Их станет еще больше, говорят сотрудники Нарвского КПП. В ближайшее время на мосту также установят выдвижные металлические заборы, которые при необходимости смогут полностью перекрыть движение автотранспорта. Как при въезде на пограничный пункт, так и на выезде из него. Пешеходная часть моста пока открыта для движения, но там также планируется установка ворот. Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Примерно 5 лет назад у нас был инцидент, когда автомобиль со стороны России прорвал существующие барьеры. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов. Тем временем НАТО решается укрепить восточный фланг, готовясь к возможному наступлению России, о чем неоднократно, как вы помните, заявляли западные политики. В Альянсе всерьез задумались над тем, чтобы перебросить в Эстонию одно из своих ключевых формирований – германо-нидерландский корпус. Об этом сообщает Deutsche Welle. Предварительно в качестве возможной базы рассматривается курортный город Пярну на западе Эстонии. Издание уточняет, что выбор на этот город пал не случайно. Там развитая логистика. Рядом порт, аэродром, железная дорога, шоссе. В Пярну планируется построить военный городок для размещения нескольких сотен натовских военных. Напомню, что западные разведки называли Нарву как одно из потенциальных мест, где может произойти столкновение сил НАТО и Москвы. В Москве нападение на страны НАТО опровергали. Немцы помогают украинцам бить по военным объектам России, пока лишь средствами. В Россию летят украинские дроны, произведенные при финансовой поддержке Германии. Это результат военно-промышленного сотрудничества между Киевом и Берлином. Об этом пишет Deutsche Welle. Германия теперь готова не только инвестировать, но и делиться знаниями. В начале войны существовали опасения, что современные немецкие технологии могут попасть в руки России, а также сомнения в надежности украинских военных. Это одна из причин, по которой Украина поначалу получала устаревшее оружие. Теперь все иначе. Отчасти это связано с тем, что Украина уже сама производит современное оружие и может конкурировать с другими производителями. И если украинские дроны пробивают российскую ПВО, то украинскую оборону на линии фронта пробивает пехота. О том, что силы ВС РФ используют новую тактику, заявляет главком ВСУ Сырский. Он уверяет, что сейчас тяжелая ситуация на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. РФ пытается идти вперед и ищет слабые места ВСУ. При этом россияне прибегают к тактике тотального просачивания с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом, они пытаются, в частности, заходить в Покровск. Однако российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ созданы и применяются противодиверсионные резервы, задача которых является поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника. Несмотря на жестокие бои, дипломатия пока тоже в силе. Зеленский заявил, что Киев и Москва провели очередные переговоры. На повестке дня был обмен пленными. Готовится обмен. 1200 человек, которые сейчас в плену, мы должны освободить всех. Всех наших военных, всех наших гражданских, как бы не было тяжело. Руководитель офиса Андрей Ермак рассказал о коммуникации с нашими партнерами, в частности, с американцами. США настроены помогать. Предложение Зеленского остается в силе. Он по-прежнему говорит о встрече с Путиным ради достижения мира. А в Российской Госдуме параллельно делают громкое заявление. Россия должна ликвидировать Украину. Уничтожить страну предлагает депутат Вассерман. Кроме того, он высказался и о сроках завершения войны. Поскольку заявленные цели ЭСВО в принципе несовместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны ее ликвидировать полностью.
Сколько времени у нас на это уйдет, точно неведомо. Поскольку, как я уже говорил, запаса прочности НАТО теоретически может хватить еще не на 1 год. Но даже натовцы не настолько безумны, чтобы тратить все свои резервы на Украину. А в Вашингтоне уже открыто говорят и разочарование от действий Путина не скрывают, намекая на недоговороспособность с ним. Согласно ультиматуму Трампа, у Кремля остается времени до 8 августа для заключения сделки по Украине. В Госдепе же США уже заявили, будут с Киевом плечом к плечу. Все варианты на столе для обеспечения мира и устойчивого решения, что является главным приоритетом для этой администрации. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с союзниками по НАТО. Мы будем продолжать работать с международным сообществом. Мир слишком долго наблюдал за страданиями Украины, и эта администрация работает рука об руку с союзниками и партнерами, чтобы положить этому конец. Примиряющий мост между Востоком и Западом – это Казахстан. Так считает генсек ООН Антонио Гутерриш, который побывал в Астане и похвалил республику за отказ от ядерного оружия. Конечно же, он встретился с Токаевым. И по словам президента Казахстана, приезд высокого гостя имеет особое значение. Особенно в преддверии 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре этого года. В Астане заявили, Токаев и Гутерриш провели переговоры и в частности обсудили перспективы работы регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане, вопросы реформирования организации, а также ключевые международные и региональные темы. Генсек ООН ко всему заявил, что Казахстан всегда был центром, распространяющим послание о необходимости объединения людей. Напомню, недавно Токаев заявил, что поддерживает территориальную целостность стран. Это произошло во время разговора с Эрдоганом о ситуации в Украине. Казахстан – это символ мира, символ диалога, строитель мостов, честный посредник во многих обстоятельствах. Начиная с вашего исторического решения отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад. Это был выдающийся пример для всего мира. И когда говорят о столкновении цивилизаций, на самом деле Казахстан своим существованием, и особенно через все ваши инициативы демонстрирует, что возможно вести диалог и сотрудничество между людьми разных религий, разных культур. Рецепт котлет Сергея Тихановского, которого Лукашенко освободил из белорусской колонии, после встречи с американцами добрался в Литву. Там этими котлетами сам Тихановский накормил европейских дипломатов. Котлеты по-тихановски были пожарены на территории посольства Дании. Отведать блюдо пришло 15 послов. Акцию приурочили к 9 августа. В этом году исполняется 5 лет с начала масштабных протестов в Беларуси. Сегодня днем в саду нашего посольства прошла замечательная встреча с Сергеем Тихановским в качестве шеф-повара. Отличная компания, вкусная еда и белорусская музыка. Спасибо всем! Напомню, на днях Тихановский вновь обратился к белорусам за рубежом. Он призвал их не молчать, а говорить о тех, кто остался в Беларуси. Кроме того, заявил, что белорус – это не раб, не пыль, а человек, который говорит правду. Молчание – это плен. Мы рождены не для страха. Мы рождены не для плена, мы рождены для борьбы, для перемен. Нас не стереть, нам не запретить, нас миллионы. Нам жить, мы сами выбираем, как нам жить. Каждое слово – это шаг, шаг вперед. Каждое «нет» – это удар, удар по страху, удар по плену. Нас не заставить молчать. Мы как огонь. Как свет. Мы – свет в темноте. Тем временем Польша выдворяет из страны белорусов нарушителей закона. Так, за первые 3 месяца этого года польские власти депортировали более 300 белорусов. Из них 23 человека покинули страну принудительно, сообщает погранслужба Польши. Граждане Беларуси занимают 2-е место по количеству депортаций, на 1-м месте грузины. Так, домой отправили 447 граждан Грузии. Замыкают тройку граждане Молдовы. В первом квартале 2025 года Польша депортировала 249 человек с молдавским паспортом. И напоследок о том, до чего дошел искусственный интеллект. В Дании его используют для создания противоядия от укуса самых смертоносных змей. Группа ученых под руководством лауреата Нобелевской премии Дэвида Бейкера из Вашингтонского университета и Тимоти Патрика Дженкинса из Технического университета Дании используют искусственный интеллект для создания белков, способных нейтрализовать смертельные токсины в ядах змей. Эксперименты на мышах подтвердили эффективность разработки. Ученые считают, что ИИ-антидоты будут дешевле
дешевле и проще в производстве, чем традиционные вакцины от яда. Еще один плюс разработки – быстродействие. По оценке ВОЗ, ежегодно змеи кусают до 5 миллионов людей. От яда гибнут десятки тысяч человек. Преимущественно это жители Африки, Азии и Латинской Америки. Чаще всего от змей страдают работники сельского хозяйства и дети. Яды змей – это невероятно сложные коктейли из разных молекул, называемых белками. Нам нужно определить, какие из них наиболее опасны с медицинской точки зрения. Мы используем различные методы для их идентификации, затем подробно изучаем их структуру, вводим данные в продвинутые модели и используем их для создания, по сути, клея к этим токсинам. Мы прикрепляем белок к токсину, который может атаковать нервную систему, разрушать клетки, вызывать свертывание крови. Наша задача – связать с ним вещество, которое не даст ему больше действовать. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.